промежуточный этап работ. Сняли инженерную доску и буду сейчас выкладывать плитку и потом здесь убирать под под камень. Какой там выступ, так пойдет или по прямой. По чуть-чуть ломаем. Строим, ломаем. Так, ребята, значит, смотрите, я взял УШМ, вот такую историю, но больше у меня другого варианта не было, потому что мне нужно было это быстро сделать, но получилось с пылью, конечно, потому как здесь был еще старый клей от ламината. Какой там клей, хер его знает, ну, скорее всего, может быть, какой-то паркетный, но он был такой прям кусками засохший, и на него камень бы не приклеился. Следующее я сейчас буду брать вот SM94, это как раз грунт, который будет у меня работать. Но первый слой я сейчас покрою, собственно, где-то, я думаю, все прогрунтую сейчас первым слоем, а завтра утром начну выкладывать. Разводится 1 к 3, но здесь все в инструкции довольно-таки примитивно все описано, вот прям 1 к 3, и для чего, для наружных и внутренних работ, но это вот для как раз таки вертикальных там поверхностей. Я думаю, что и горизонтально использую поверхность, потому что точка небольшая, но хотелось бы, честно говоря, сделать качественно. Из минусов старых построек, смотрите, раньше не было пеноплексов, ничего, и они напрямую это просто вот паркет клеили, инженерную доску. И скажу вам так, холод, блин, просто вообще тянет здесь, конечно. Завтра мы будем менять пластиковые окна, к нам уже фирма приезжает, все расскажу, покажу. Ну, на сегодня у нас история такая, если вот в этом секторе дети сидят или ты садишься с ними, то снизу просто дичь как тянет. Поэтому сейчас что мы делаем? Первое, мы устанавливаем сюда печь, потом будем уже вторым этапом смотреть, насколько будет вот мостик холода там проходить или не будет проходить. Ну и будем либо поднимать как-то ламинатом с подложкой, ну а здесь я не буду ничего подкладывать, потому как даже если уровень вот этот у меня поднимется, паркета, и у меня как бы камнем это все компенсируется. Ну, на сегодня вот такая история. Сейчас 9 часов вечера. Сколько я поработал? Ну, где-то часа 4 на только вот этот сектор и вот этот небольшой небольшой участок и зашкурить здесь. Все быстро, если у вас есть желание и возможности я имею в виду инструмента. У меня это Господь помог. Есть такой инструмент, которым я пользуюсь. Ребят, работа еще та. Вот у меня топор, стена и распылитель с водой. Брызгаю, чтобы пыль по всей комнате не летела. И вот так вот по чуть-чуть. Честно говоря, тяжкая работа, потому что это еще вот это и вот это все. Минут 40 здесь. 19 часов 30 минут по сербскому времени. Я тут занимаюсь. Кстати, я вот что думаю, если бы вот так Дзюбу сюда пригласить, как думаете, он бы сработает и вот все зашкурил? Не зашкурил, а стучал. Начальник у меня забрал топор и говорит: все, иди, надоел уже, не умеешь, покажу тебе. Вот показал. Показывает до сих пор, как делать. Вот часть уже отбил, осталось вот эту вот завтра доделаю, но просто уже поздно. Скажу так, идет плодотворно. Пятница. И буду завтра еще смотреть, разложу камни и посмотрю, сколько здесь добавить или прибавить. Тут, блин, я с курса чуть-чуть сбился, но не страшно. Ну все, со стеной закончили, теперь остается прогрунтовать. И самое интересное, вот честно перекладывал этот рисунок порядком вот с 5-й попытки, где-то утвердил сам себе и с женой вот этот рисунок. Теперь его нужно будет отсюда перенести сюда, чтобы оставить. Потом еще его нужно отмыть. И после того, когда здесь загрунтую, буду завтра выкладывать. Честно сказать, такая нелегкая работа. Я теперь понимаю, насколько вот сложно с камнем работать.
это не только художественная работа, но и еще физически сложная. Скажу я так, поднакачался пока туда-сюда. Это природный камень, весит просто тьма. И нелегко было, ребята, очень нелегко. Так что уважайте мастеров, которые вам делают. Не думайте, что они за 2 копейки вы их там уломаете, чтобы они вам сделали еще и красоту. Это вот здесь, вот это вот я вчера вот до сюда просто вечером отбивал. И сегодня продолжил. Ну, то есть, если вы вот хотите вот эту полосу в метр и на 2,70 такую сделать, как у меня, я вам скажу, по время затратно, это вот целый день просто только одну вот эту отбивать. Это весь день. И я когда приступал, я думал, что я это сделаю где-то, ну, думаю, за 2 дня еще и выложу. А сейчас выходит так, что мне только вот это вот все забрало 1 день. Ну, считай, 2 дня так пусть. И сейчас это все грунтовать, чтобы завтра покрывать, прогрунтовать. И завтра буду еще это, ну, выкладывать только здесь пятак. И может быть еще до сюда дойду. Может быть. То есть дальше это все неделю может занять. Братцы, вопрос на засыпку. Как правильно идти? Снизу вверх грунтом или сверху вниз? Честно говоря, не знаю. Для меня это равносильно, кто был первый, курица или яйцо. Специалисты, конечно, в этом вопросе лучше меня владеют информацией. Я, к сожалению, нет. Поэтому я пойду сверху вниз. И жду хейтеров. Братцы, ну все, прогрунтовал. Честно сказать, опять-таки, простите меня, профессионалы, или, может быть, я правильно сделал, я грунтовал сверху вниз. Потому что я не маляр, поэтому для меня это немного, ну, чуть-чуть не моя профессия. Я занимаюсь, я понимаю, что клондекинг, как с ним работают, но малярка не совсем моя тема, поэтому я решил сделать сам, своими руками, не нанимая людей. Не того, что я себе это не могу позволить, но просто не понимаю смысл, зачем, когда ты сидишь дома и тебе делать нечего, и ты можешь, в принципе, это делать сам. Зачем за это платить? Достаточно вот YouTube посмотреть или, ну не знаю, спросить у своих знакомых, кто профессионал, владеет вот этой техникой. Поэтому я провел все манипуляции, спросил и посмотрел. Не один ролик, прошу заметить, уделил этому неделю внимания. Кто-то сейчас будет смеяться, зачем целую неделю, достаточно 2 ролика. Ну, возможно, да. Просто я люблю сравнить, скажем так, 5-7 мастеров, что скажут, и потом уже на основании этого что-то предпринимать. Поэтому, ребят, но опять мне вот эта вот морда нравится. Это, посмотрите, глаз, такой рот. Даже жалко это заделать, но завтра вот это буду исправлять. Ну, в смысле, не исправлять, это буду замазывать. Это старая штукатурка, прошу заметить, почему она так вот выглядит. Дом 70-го, 80-го года, там где-то, ну, 75-го года постройки. И получается штукатурка, вот просто вот сюда было, ну, видите, где шпильки делали. С обратной стороны это держит дымоход. К сожалению, не я делал, а вот ребята, те, кто дымоход ставили, они не знают, что такое анкера. Вот придется теперь мне с этим жить. Я буду ставить здесь химанкера, вот это буду, скорее всего, удалять. Ну, или оставлю, не знаю еще. Так как в Сербии здесь зимы не такие, и конденсат не должен пойти, по идее. Ну, посмотрим. Ну, в общем, как бы вот такая история. Ребят, давайте расскажу, как я выкладываю камень. Прежде всего, вам нужно сделать раскладку. Вот это у меня вот низ. И он пойдет вот так. Вот это вверх. То есть я выкладываю вот этот периметр и буду его переносить сюда. То есть крутите камни, как вам нравится, подбираете, чтобы у вас больше щели были или меньше, ну как вы хотите, зазора вот эти между камнями. Вот. Я выбрал такой рисунок, и, собственно, мне он как бы заходит. Выбор у меня достаточно. Вот пока я остановился на этом, потому что я хочу самые тяжелые камни сделать внизу, а дальше уже там полегче. Дальше я буду наносить клей SM17. Вчера я наносил грунт, дал ему сутки простоять. Вот это все загрунтовано, ребят. И сегодня я выложу камень до вот этого пространства, скорее всего, потому что хочу его загрунтовать больше и до завтра ставить. Ну, посмотрим, сколько мне позволит камень. Может быть, сегодня что-то закрою. Далее вам понадобится такой венчик, шуруповерт.
Ну, в моем случае опять это у меня Milwaukee. Там сильно дерзкий вам не нужен, вам достаточно обоечный, любой там, не знаю, каким владеете, такой вот, собственно, используйте. Венчиком это все перемешивайте, консистенцию делайте не очень такой, не сметанообразный, а более там густой, потому что он уже пойдет для вертикальной стены. Поэтому вам жидкий он точно клей не понадобится. И сюда я тоже делал такой более, знаете, как густая сметана. И вот самый главный момент. Если вы решите, знаете, поработали с камнем, а потом думаете, завтра я все, она засохнет, а завтра все я замою, нифига подобного. Вам нужно вот эти камни все вычистить, вымыть водичкой, берете вот ведро воды, ставите и пошли затирать. Вот этот периметр я где-то час вымывал, не меньше. Вот брал вот эту щетку, потом брал вот у меня зубная щетка, целый рулон туалетной бумаги и пошел вымываю, туалетной бумагой протираю в сторонку. Ну, кстати, вот эта гора туалетной бумаги, это то, что я, можно сказать, сверху разговариваю. Тут он мне советы раздает, попугай тут и рыба. Всем подсказывают, что делать, и ждет вас комментариев. Ага, и попугай сказал тебе. Вот, потом швы, как вы любите. Хотите, чтобы у вас шов был с наплывом или обычный. Я сделал обычный, то есть я выровнял площадку, чтобы там пыль не собиралась, мусор. А с бугорком я не люблю, когда сделано. Ну, мне это эстетически не нравится. Поэтому сделал так. Поняли, да, ребят? Вымываете, а завтра уже с этим не геморройтесь. Если вы решили погеморроиться, вам понадобится вот такая вот щетка, которая потом оставит вот здесь следы потертости. Не рекомендую это делать щеткой завтра. Лучше сделайте это сегодня и оставьте на завтра. И камень вот не начал сейчас уже подсыхать. То есть он был у меня мокрый, влажный. И лужи, кстати, не оставляйте. Все туалетной бумагой промакиваете и убираете. И чтобы у вас по периметру тоже было чисто. Сейчас я застелил это, потому что мне нужно продолжать вверх выкладывать. Чао. Ну что ты не понял, как делать? Вот венчик, вот вода, вот смесь, вот все это перемешиваешь до консистенции. Понятно? Дорогой, моя информация только для тех, кто еще этим не занимался, но планирует что-то своими руками сделать. Вот смотри, после того, когда ты закончил работу, возьми водичку, сейчас вот второй час ночи, но тем не менее я все равно вот это вот все вымыл, шпатели, там, мешалки, ведро. Понимаешь, завтра ты это уже не отмоешь, это будет просто бетон такой застывший, знаешь. А клей он, если схватился, то все, хана. Поэтому я сейчас немного костюм сейчас, вот испачкан немного, но я все равно это все в стиралку заброшу, чтобы не ушатать свои вещи. Ну и если у тебя инструмент тоже ты запачкал, и инструмент тоже всегда вытирай по окончании работы. И завтра тебе будет самому приятнее приступить к работам чистым инструментом, совестью, что ты с достоинством завершил рабочий день. Сегодня выше не продолжаю, потому что вот у меня, помните, здесь такая вот выемка. Вот завтра она досохнет и продолжит дальше вести. Но перед тем, как нужно будет продолжить, нужно опять выложить камень в рисунок и опять его плавненько все переносить. Было, конечно, легко первый вот старт сделать, а сейчас вот когда у меня появляются такие вот всякие интересности, и камень-то тяжелый, его подбирать-то не очень-то и просто. Ну, а здесь еще у меня где-то 2 метра. Да, ну посмотрим. Без 23 ночи, чем я занимаюсь, только закончил выкладывать стену, мыл все оборудование, ведра отмывал, чуть-чуть прибирался, хотя здесь такое ощущение, как будто трэш. Очень много занимает времени, конечно, вот раскладка, очень много.
приходится там рисовать что-то. Потому что когда вначале было удобно, ты можешь выложить и уже сразу идти, а потом приходится импровизировать. Плюс сейчас вот эти переходы много заняли время. Такой классный белый камень по центру сделан. Он должен быть таким небольшим акцентом. Вот. И сейчас я как сделаю? Беру, значит, сначала рисую, потом примеряю, какие здесь камни, потом, значит, еще рисую. И вот если подходит рисунок, то дальше двигаюсь. Если не подходит, ну, сижу, думаю, как это будет выглядеть. Сейчас самое интересное, это когда вот это придется горизонт вывести. Смотрим. Завтра, то есть сегодня. Как я тоже продолжу. Братцы, вот шел и дошел, вот видите, где я уже ставлю стремянку. Это рукой я дотягиваю, сейчас я покажу. Вот, это максимально у меня при 1,90 м моего роста, поэтому работаю со стремянкой, здесь 2,70 потолки. И значит, с какой я сложностью столкнулся. Первое, я что делал, если обратите внимание, вот у меня карандашом, я раскладку брал камень, прикладывал, рисовал, то есть мне нужно было какой-то придумать сюжет, то есть не просто накидать камни, а с каким-то таким сюжетом. У меня есть этот сюжет, и получается я его акцентировал здесь вот по центру. Это такой светлый камень. Дымоход у нас чуть-чуть получается смещен. Такая задумка, не по центру. И значит, с какой сложностью столкнулся. Это вот верхний периметр. Это, представьте, каждый камень тебе нужно брать, примерять, а вдруг подойдет, а вдруг не подойдет. И как я вышел из положения. Я перестал уже рисовать. Потому что это долго, это просто на полу вот эти камни, у меня сейчас уже стопкой, а здесь все было разложено. И что я сделал? Я взял листы бумаги, склеил, приложил как трафарет, перевел контур и, собственно, вот сделал раскладку. Сейчас у меня получается, либо я верхний делаю единый, либо делаю из двух кусков. Ну и в конце я себе просто как уже оставил, куда его раскидаю, и сюда кусочками заполняю. Приблизительно вот такой рисунок у меня перейдет сюда. И получится, что у меня более крупные камни, они как бы внизу скатились, а здесь уже будут такие поменьше. Клей довольно-таки крепкий, камни весом примерно начиная от, ну я не буду говорить за мелкие, понятное дело, что немало весит, ну в смысле немного весит, а крупные весят где-то от килограмма до, по-моему, 5 где-то 6 килограмм. Нижние побольше, конечно, там и 12 килограмм. Но вопрос теперь такой, что со швами делать? Здесь я площадку вывел ровную под камин, а здесь я хочу с рельефом. И вот у нас с женой такой уже возник небольшой не спор, а я хочу что-то сделать объемное, а она наоборот хочет, чтобы это было более скрыто, вот как внизу. Мне, честно говоря, не нравится, представьте, вот такой класс, вот, рельеф, ну, чтобы было более так ярко выражено. Ну, в общем, ребята, такая вот история у нас сейчас. Все, ребят, наконец-таки закончил. Итак, что у меня получилось? Платформа у меня ровная, то есть я убрал все неровности, а камень сделал рельефным. Поэтому выдал, ну, дал чуть сюда, по бокам. То есть у меня задача не стояла идеально ровно все вывести. Потом дальше посмотришь, какая у меня задумка. И поеду брать кондитерский такой мешок. И в него буду смесь наливать и швы вот эти заполнять, потом выравнивать. Ну, то есть я не хочу, чтобы рельеф этих камней исчез. Мне нужно, чтобы он все-таки был, выпирал камень вперед, ну, где-то назад. Потом со всех сторон это покажу. Но вот у нас было приключение сегодня. Сегодня, кстати, 14 число февраля, в 2 часа дня. Я пока, у меня вот тут раскладка была, и сидел я на диване. Я вам скажу так, диван тряхануло нешуточно. А у меня здесь вот дети были, я их быстро, значит, сюда, межкомнатные пространства,
переместил. И было стремновато, я вам скажу. Вот. Ну, что касается камина, дальше будете наблюдать, как это все у меня монтаж происходит. Всем хороших рабочих, нерабочих дней, выходных. Раз с какой сложностью я столкнулся, у меня труба получается 120, и 120 я коннекторов правильно здесь не нашел. Какие они должны быть, сейчас покажу. Он вот точно такой, только белый. Он здесь вот идет, вот так вот окружился. А снизу должен быть с конденсатосборником. Снизу должен открываться и капать. Но здесь такого, в принципе, даже не знаю, что такое бывает. Он бывает только с внешней стороны, но на малую трубу переходов таких нет, только в России. Поэтому, ну, пока буду так обходиться, потом думать буду, как чистить. Значит, что у нас получается? Конденсат у меня будет, да, действительно здесь скапливаться. Возможно, что мне придется всю трубу привезти из России. Возможно, но пока еще не знаю. Теперь, что я буду сейчас делать? Смотрите, ребят. Труба-то у меня 130, а здесь 120. Сейчас я беру такой шнур, который предназначен вот для печи термосет. Для него есть клей, и он устанавливается в внутренней части печи. Что мы делаем? И они бывают разные. Вот я взял 7-сантиметровый, видите, накрутил, и получается у меня она плотно держится. Плюс я еще сейчас буду герметиком термостойким делать. Примерно это вот так вот история вся будет выглядеть. Герметик, он, видите, он черный внутри. И вот самая главная цифра — это 1500 градусов. Не берите, где написано 250 градусов, это не ваш случай. И обязательно не розовый, а вот именно черный. Ну а дальше я сейчас буду собирать и показывать.